Друзья мои, всем здравствуйте! Рада приветствовать вас у себя в гостях. Кто впервые посетил мой канал, меня зовут Анна. Сегодня мы знакомимся с вами с новой пряжей, как для вас, может быть для многих, так и для меня. Это носочная турецкая пряжа производителя Газал. Пряжа Happy Fit ручного окрашивания, как заявляет сам производитель. Пряжа у нас не в мотках, а в пасмах. Вес пасмы 100 грамм. И когда мы размотаем эту пасму, в пасме у нас 2 маленьких пасмы, что очень удобно для вязания носков. То есть от одного клубочка по 50 грамм мы вяжем с вами каждый носок. Что сподвигло меня на покупку этой пряжи? Очень много я читала отзывов в интернете, прежде чем ее приобрести. Но, к сожалению, не сложила свое мнение, потому как отзывы были как положительные, так и отрицательные. Кому-то она понравилась, кому-то она не понравилась. И чтобы сложить свое мнение, я все-таки приобрела эту пряжу. Хочу сказать, что, конечно же, это не дешевая пряжа, поскольку одна пасма выходит около 500 рублей. Ну, все-таки я решила ее приобрести. Если вы обратили внимание, то у меня в основном темные оттенки. Дело в том, что у моего супруга есть свое хобби, это охота. И, естественно, он просит меня связать ему перчатки, шапку, носки, либо цвета хаки, либо камуфляжная. Ну, вот я никак не могла найти именно такую секционную пряжу, чтобы цвета сочетались. И вот здесь я увидела вот такую расцветку. Я посоветовалась с супругом, и, конечно, уже он был в восторге. Да, мне это подходит. Ну, давай покупай и будем вязать. Все, приобрели. Что нам заявляет здесь производитель, девочки? Вот данный значок, видите, да, ладошка разноцветная, показывает нам пряжу ручного окрашивания. Итак, начнем с самого начала. Газал Happy Fit. Носочная пряжа, 75% супервош, то есть специальная обработка пряжи. И, возможно, можно стирать в стиральной машине, да, на каком-то деликатном режиме. И 25% полиамид. Вес 100 грамм, и в 100 граммах у нас 330 метров. Так, далее смотрим, что нам рекомендует производитель с вами. Спицы от 2,5 до 3. Ручная стирка, хотя здесь, видите, да, стиральная машина нам не подходит. Ну, многие стирают, если пряжа супервош, стирают в стиральной машине. Вот, и здесь посмотрите, даже не рекомендуется ополаскиватель, так как пряжа ручного окрашивания. Цвет в данном случае 3247. Ну, это вот желтый яркий. Я приобрела вот один моток такой прям яркий. Хочу связать себе носки и посмотрим, что у нас получится. По спицам, девочки, как я уже сказала, да, производитель рекомендует спицы от 2,5 до 3. Но читая отзывы об этой пряже, хочу сказать, что многие не вяжут даже на спицах 2,5, потому как полотно получается рыхлое. Многие предпочитают вязать на спицах 2,25. Но я вязала на спицах 2,5. И у меня все хорошо получилось. Я бы не сказала, что полотно стало рыхлым. Конечно же, все зависит от вашей плотности вязания. Если вы вяжете слабо, то вам, конечно же, нужно взять спицы 2,25. Некоторые даже на спицах номер 2 вяжут. Если вы вяжете туго, то, конечно же, надо взять спицы большего размера. Сейчас мы с вами ее размотаем и посмотрим, что у нас там внутри. Итак, разматываем пасму. И что мы с вами видим?
Вот, обратите внимание, вот где этикеточка. Вот у нас идет разделение на две пасмы. Одна пасма и вторая пасма. Давайте мы их вот так вот сделаем, да? Вот у нас одна пасма и вот у нас вторая пасма. В одном месте пасма связана нитью от самой пасмы. Если вы потянете, то увидите, что вот нить идет от самой пасмы. Обрезали кончик, для себя оставили. В другом месте пасма связана обычной нитью, простой нитью. То есть нить не идет от самой пасмы. Вот в двух местах я убрала нить с одной пасмы и с другой. И обрезала вот эту ниточку, которая идет от самой пасмы. Если вы обратите внимание, вот я поближе, вот их побольше так растяну. Ниточка от пасмы. Посмотрите, они начинаются практически одинаково. Оранжевая идет секция, потом постепенно переходит в желтую секцию. Я вот так эти оставляю нити, и сейчас я перемотаю в мотки и посмотрим, что у нас получится, и сравним с вами секции. Моточки оба готовы, и давайте сравним теперь нити от внешнего кончика и из центра мотка. Итак, смотрите, вот я отматываю один моточек нить, второй моточек нить. И что у нас получается? Обратите внимание, что секции у нас идут практически одинаково. Иногда бывает, что одна из секций длиннее. Определяйтесь вот здесь по переходу, чтобы переход был одинаковый. И здесь, если одна нить у вас немножко длиннее, вы ее просто обрезаете, чтобы длина секции была одинакова. Итак, вот. И дальше идем. Желтая у нас идет. Затем идет секция. Вот смотрите, так ровненько. Сейчас я вот так постараюсь ровненько. Вот секция идет уже желтый с оранжевыми. Немножко крапинками, такие небольшие прям секции оранжевого цвета. И дальше желтая и так далее. Теперь рассмотрим с вами нить из центра клубка. Вот я уже вытянула. Смотрите, идет оранжевая с какими-то маленькими секциями, даже крапинками, я бы сказала, темного цвета. Затем постепенно переходит в зеленую нить, секцию вернее, затем зеленая переходит в синюю. Вот. И посмотрим, что у нас во втором моточке. Во втором вытягиваем нить и снова смотрим. Оранжевая переходит у нас в зеленую, зеленая постепенно переходит в синюю. Если мы две этих ниточки приложим друг к другу вот таким образом, чтобы нам определиться по длине секций. Вот у нас оранжевая идет. Так, дальше посмотрите, прям как очень даже ровненько переходит в зеленую. Далее зеленая переходит в синюю. И практически одинаково, девочки. Так. И далее синяя у нас переходит, посмотрите, в оранжевую. Как вы видите, секции у нас что от одного моточка, что от другого моточка совершенно одинаковые. И вы спокойно можете брать пряжу и начинать вязать носки. Здесь, конечно же, выбор за вами, девочки. Либо вы начинаете вязать от внешней
части мотка, либо из центра мотка. Здесь определяйтесь уже, кому какие секции больше нравятся. Помимо основных цветов с ярко выраженными секциями, у газал появились еще новые оттенки. Вот представители этих оттенков, пожалуйста, перед вами. Я специально выписала несколько пасм именно темных оттенков, поскольку мне нужно для супруга связать шапку, носки, вот в зеленых тонах, да, цвет хаки, и в коричневых тонах. Вот посмотрю, что за шапочка получится. И хочу отметить, девочки, что именно вот эти оттенки, они в узор ложатся совсем по-другому. Для примера я покажу вот желтый. Это яркие вот оттенки, вот желтый. Именно здесь секции, посмотрите, как складываются в узор. То есть получаются обычные полосочки, разноцветные полоски. Вот из этих же оттенков узор складывается совершенно другой. Для примера я покажу вам один готовый носок. Вот такой носочек у меня получился. И что я обратила внимание? Это подбор секций. Это подбор секций. Если вот в этих оттенках мы с вами рассматривали, да, очень легко можно подобрать от кончиков либо от внешней части мотка, либо от центра мотка, подобрать одинаковые секции для начала вязания, то вот в этих моточках очень тяжело это сделать. Вот, смотрите на второй носочек. Так, сейчас я вот так вам покажу, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Итак, вот один носок. Вот так у меня сложился узор. И вот второй носочек. Здесь узор сложился немножко по-другому. Вот даже видно, очень хорошо видно на паголенке. Посмотрите. И также вот здесь вот на стопе. Хотя я также брала, отматывала от пасмы, от внешней части стороны пасмы. И сравнивала эти кончики. Когда я уже смотала в моток, я как от внешней части сравнивала кончики, так и из центра мотка. И, к сожалению, я не нашла одинаковых секций. Откручивала где-то до 2-3 метров. И, к сожалению, да, я не нашла. Именно вот для начала вязания ниточку, да, кончик с одинаковыми секциями. Посмотрите, я для примера смотала еще одну секцию, пасму в мотки, и постаралась сравнить эти концы. Вот поначалу вроде бы идет как бы одинаково, начинается. Вот. А потом начинается разнобой. Вот видите, вроде бы идет сначала коричневый, потом одна еще нить коричневого цвета, а другая уже становится более бордового. И так далее. Вот здесь тоже очень расхоже, видите? Я их уже и двигала, и сравнивала и из центра вместе, потом и из центра одного мотка, и внешний кончик другого мотка. То есть вот прям идентичного у меня не получилось. Может быть, возможно, я и ошибаюсь, может быть, я не могу просто действительно подобрать эти секции, но вот как-то так. Конечно, возможно, для кого-то это не принципиально, что узор не симметричен на двух, для примера, да, носках. Ну, я вот, к сожалению, это вижу. Я прям очень это вижу, и меня это немножко смущает. Хотя вот супруга моего это не смущает. Он говорит, носки как носки, какая разница? То есть он этого как бы и не видит. Так что вот так, девочки. Я, конечно, еще попробую
вот эти мотки. Может быть, действительно я в чем-то не права. Если кто уже вязал вот из такой темной пряжи, вот данного окрашивания, поскольку здесь уже видно, да, что процесс окрашивания пряжи отличается от процесса, допустим, окрашивания вот этой яркой пряжи, где вот действительно секции у нас хорошо выражены. Попробую еще, девочки. Так, ну, а сейчас хотелось бы поговорить о самой пряже. Нам производитель заявляет метраж 330 метров на 100 грамм. Это немного толще привычной нам носочной пряжи. Пряжа эта данная 4-нитка, то есть здесь скручены 4 ниточки. Скрутка упругая, мне очень понравилась. И хочу сказать, что в процессе вязания эта пряжа ничем не отличается от стандартной носочной пряжи. Метражом 400-420 метров в 100 граммах. Вот. То есть набор петель я осуществляю такой же. Например, для размера 43-44 для лицевой глади на спицах номер 2,5 я также набирала 68 петель. А для размера 38-39 также на спицах 2,5 я набирала 64 петли. И также по длине количество рядов у меня также вошло такое же количество рядов, как я вяжу и обычной носочной, стандартной носочной пряжи. Нить очень податливая, и вязать этой ниточкой одно удовольствие. Она хорошо скользит по спицам, петли укладываются ровненько. И за счет того, что нить тактильно кажется немного шелковистой, полотно очень гладкое получается, девочки, даже при вязании. А после стирки, ну, прям посмотрите, оно прям гладенькое-гладенькое. Вот такое вот полотно. Мне кажется, даже через камеру видно, что оно прям очень мягкое и приятное. Кстати, при стирке вода немного окрашивается. Очень много я читала таких негативных комментариев, в которых девочки писали, что очень сильно окрашивается вода. И сразу же теряет свой цвет именно уже изделие после первой же стирки. Ну, пока у меня все нормально. Водичка немного окрасилась в желтоватый цвет, так же, как и зеленый. Вода была прям не сильно зеленая, а просто немного зеленоватая. Я стираю при температуре в 30 градусов, ручная стирка. И также ополаскиваю при той же температуре. Так что вот, девочки, посмотрим дальше, что будет. Что будет дальше. Так, какой же мой неполный вердикт по данной пряже? Почему неполный? Потому что я еще не знаю, как будет вести себя эта пряжа при длительной носке. Но на данный момент хочу сказать, что Gazal Happy Fit – это пряжа для хорошего настроения. Особенно для тех, кто любит вязать полосочки. Мягкая, шелковистая, очень приятная тактильно, не колется. Вяжите и доставляйте себе удовольствие. Надеюсь, данный обзор по пряже оказался для вас полезен. И кто уже вязал из данной секционной пряжи, обязательно, девочки, оставляйте свои отзывы, делитесь своим мнением, впечатлением, как плюсами, так и минусами. На этом я с вами прощаюсь. Всем творческих успехов, дружных спиц. Вяжите с любовью, носите с удовольствием. Пока-пока, до новых встреч!